Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я расскажу, что делать, если стеклоочиститель на автомобиле Tauria Slavuta не работает. Стеклоочиститель еще называют дворниками, и они перестали работать в одну сторону. Сейчас я включу стеклоочиститель и посмотрим, как он работает. Видно, что он тарахтит и не хочет идти обратно. При легком надавливании начинает идти, но очень слабо. Для того, чтобы снять механизм стеклоочистителя, необходимо в первую очередь отключить минусовую клемму аккумулятора. Затем необходимо снять щетку стеклоочистителя. Для этого поднимаем этот колпачок и откручиваем гайку на 13. И снимаем щетку, поддев отверткой. И после этого снимаем защитную крышку воздухозаборника. Для этого с помощью крестообразной отвертки откручиваем по 2 шурупа с каждой стороны решетки. После этого поддеваем боковые пистоны крепления защитной крышки. И вынимаем решетку из уплотнителя стекла, тянем вниз. И отворачиваем гайку верхнего крепления механизма. И отворачиваем 2 гайки нижнего крепления поворотного механизма. И отсоединяем разъем подключения механизма электроочистителя. Теперь аккуратно вынимаем механизм через правое окно воздухозаборника. После этого снимем на нем крышку и посмотрим, что с механизмом. Откручиваем 4 болта. И снимаем крышку. Как видим, весь механизм в масле. Есть немного грязи. И шестерня уже съелась. Необходимо покупать новую. После этого снимаем с валика редуктора стопорное кольцо с помощью плоской отвертки. После этого вынимаем из корпуса редуктора водила. Вынимаем шестерню. Как видим, зубья шестерни выедены. Есть такая уже канавка. Придется покупать новую шестерню и собирать все обратно. Вот я приобрел бывшее употребление механизм дворников. Здесь немного отличается у него разъем. На Tauria Slavuta они разные. Здесь видно, что размеры у них одинаковые, но сама конфигурация разная. С этого двигателя мне нужен корпус редуктора, потому что, как оказалось, на моем старом он лопнут именно в этом тонком месте. Скорее всего, потому что шестеренка не попадала в свои зубья, и его просто порвало. А заварить аргоном невозможно, очень тонкий металл. Теперь нам необходимо окончательно снять корпус редуктора с корпуса двигателя. Для этого откручиваем 2 болта, находящихся с 2 сторон двигателя. Вынимаем гайки квадратные. И можно все разбирать.
Очень аккуратно и нежно. Вот здесь такое устройство. Здесь в редукторе находится 3 щетки, которые подпружинены вот такими пружинами. Необходимо будет собрать все в обратном порядке. После этого необходимо вынуть статор электродвигателя и проверить его состояние. Здесь не должно быть выработки большой. Если она есть, шлифуем ее мелкозернистой наждачной бумагой и вытираем все от грязи и пыли. После этого я разберу купленный бэушный двигатель и посмотрим, какие у него подшипники, щетки и шестерня. Как видим, здесь зубья шестерни намного лучше и не стертые. Щетки намного лучше. Теперь я перепаяю шлейфы с одного редуктора на другой, чтобы не разрезать провода, и они были целые. Откручиваем фиксатор шлейфа. Запоминаем местоположение всех проводов и можно паять. И отпаиваем провода от электрощеток. Вот шлейф снят, и можно делать то же самое с другим двигателем. И припаиваем на место провода щеток. И припаиваем остальные провода. И фиксируем провод зажимом на корпусе редуктора. Обратите внимание, что здесь есть термопредохранитель. И если ваши дворники не работают, то проверьте его в первую очередь. После этого с помощью очень мелкой наждачной бумаги необходимо зачистить ламели от налета и слегка их подровнять. Очищаем их до блеска. Теперь наносим небольшое количество литола на шкив. И помещаем якорь на свое место, выставляя щетки так, чтобы они были подпружинены. Все 3 пружинки щеток должны быть одинаковые по длине. Если какая-то короче или поломана, ее необходимо заменить или подтянуть. После этого вставляем на место пружинки щеток и подтягиваем пружинки на себя, чтобы они были спрятаны. И заводим на место якорь. Вот видно, что все щетки равномерно трутся по ламелям якоря. После этого наносим небольшое количество литола на шток якоря и помещаем его в свой корпус. Помещаем на место гайки и затягиваем болтами снаружи. Осталось поместить на место свою шестеренку. Я ее хорошо промою и смажу новой смазкой. Вот шестерня почищена от грязи, старой смазки. И можно нанести тонкий слой новой смазки на нее. Обязательно смазываем нижнюю часть, которая будет тереться о контакты. И зубья. Я использую обычный литол. Смазываем вал шестерни тонким слоем смазки и устанавливаем шестерню на свое место. Теперь наносим тонкий слой смазки на зубья водила.
И устанавливаем водила на свое место. Ставим на ось резиновый уплотнитель, чтобы сюда не выпадала вода. Металлическую шайбу. И после этого стопорное кольцо. Теперь, не прикручивая крышку редуктора, подключаем механизм к системе питания и проверяем работу всего механизма. Как видим, механизм работает четко и без проблем. Теперь ставим на место прокладку и прикручиваем крышку редуктора. Вот механизм работы стеклоочистителей собран, и можно устанавливать его на свое место в автомобиль. Для того, чтобы установить механизм в автомобиль, есть тоже проблемы. Здесь очень мало места, поэтому нужно строго соблюдать определенные правила. Как видим, если будем вставлять его боком, то он сюда не влазит. Вот эти рожки мешают ему зайти. Поэтому сначала пропускаем внутрь провод, затем заводим вал дворников. И таким образом, слегка разворачиваем его, начинаем заводить на место рожки. Вот они начали заходить. Выводим вал дворников. Надеваем резиновую прокладку. Родная уже испортилась, поэтому я использую силиконовую, водопроводную, на полдюйма. И металлическая прокладка. Закручиваем гайкой. И выводим болты крепления механизма в эти отверстия. Надеваем шайбу и закручиваем. И одеваем защитный колпак. Подключаем разъем питания электродвигателя. После этого устанавливаем на место дворник и проверяем работу всего механизма. И проверяем. Как видите, система стеклоочистки работает отлично, поэтому можно теперь устанавливать декоративную пластмассовую решетку. Для того, чтобы было легче завести эту решетку по стеклу, берем обычное жидкое мыло и промазываем этот бортик этим мылом. Накладываем на место, берем небольшую тупую стамеску и начинаем понемногу заводить под уплотнитель эту пластмассу. А теперь прикручиваем шурупы фиксации декоративной решетки к кузову. Как видите, работа не прошла зря, и дворники работают. Теперь можно ехать в любую погоду, в любое место. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том,
как своими руками отремонтировать механизм очистки стекол на автомобиле Славута и Таврия. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.